город в южной части Чили, расположенный в регионе Араукания у подножья вулкана Вильярика. Друзья, привет! Мы в Пуконе. Это прекрасное название принадлежит маленькому городку, городулечке на берегу озера и у подножья вулкана, кстати, действующего. Это маленький городочек, который называется сердцем юга Чили. Почему, не знаю, потому что географически он совершенно не в середине. Предлагаю по нему немножко прогуляться по всем этим 5 улицам и посмотреть, что же здесь такого может зацепить наш глаз, чтобы приехать сюда, в это сердце юга Чили. Начинаю свою прогулку практически от въезда, от стелы в городе Пукон. Здесь вот уже практически поздняя осень. Не знаю, бывает ли здесь зима в нашем классическом понимании, но в сторону вулкана, конечно, там есть и снег, и все необходимое для горных лыж, сноубордов и прочего. Так, куда нам дальше? Камень заложения города, кстати, интересно, потому что вообще я думала, что армия испанцев пришла сюда и просто на Плая де Армас образовала свой пункт временный, а потом уже из этого разросся какой-то типа город. Вот, а здесь прям камень. Вот буквально так и написано, что Пукон был образован 27 февраля 1883 года. А городочек, кстати, пожалуй, один из немногих, кто не образован Педро де Вальдивия, но при этом образован достаточно поздно. Вот, как я прочитала, в 1883. И они не стали полностью убивать и истреблять индейцев, а начали с ними сотрудничать, хотя бы мало-мальски. И благодаря этому скотоводство и дереводобыча была очень быстрой, ну, то есть они очень быстро развили эти области. И, по-моему, это наглядный пример того, что если сотрудничать с местным населением, а не пытаться избавиться от него, все получается как-то гораздо получше. Вот, а мы плавно вышли к одной из... как мило, да. Вышли к набережной, к одной из набережных в городе. Местные очень трепетно относятся к своей истории, к истории индейцев Мапуче в том числе. И вот такие деревянные фигуры установлены на набережной. Деревянное зодчество тут вообще в чести. Еще предлагают прогулки на таких вот паромчиках миленьких. Несмотря на нетуристический сезон, все равно есть некоторое количество туристов здесь, в этом месте. Вот, и много достаточно школьников, они отличаются своей формой, своими костюмчиками синенькими. Это очень забавно. Много молодежи гуляет. Имела сейчас прекрасную беседу с местным дяденькой, который занимается тем, что возит экскурсии на лодочках по озеру. Интересовался, сколько мы уже путешествуем по Южной Америке. Ну, как сколько? Почти 2 года путешествуем, да. Сначала Уругвай, потом Аргентина, теперь вот добрались до Чили. Пукон. Стелла стоит не просто на фоне облаков, на самом деле. В хороший день можно увидеть за ней вулкан, который видно практически из любой точки города, Вильярика. Но нам сегодня не очень повезло. Что еще посмотреть в городке, кроме набережной? Ну, пойдемте сунемся в центр города, посмотрим, как они там живут. Вообще, зачастую, если городок не туристический, центр города – это, конечно, место историческое и красивое, но вот выглядит оно, как бы сказать, не обустроено. Потому что там чаще всего скапливается большое количество не очень благополучных людей, которые там просто проживают, раскинув свои матрасики. Там
творится какое-то оппозиционное движение очень часто. То есть там не очень безопасно, не очень симпатично, но да, старая архитектура. Я подозреваю, что в Пуконе, как в городке туристическом, история это не будет таковой, и что здесь это все будет более вылизано. Все-таки они живут туризмом, город небольшой, всего около 25 тысяч человек. Вот. Жить здесь, кроме как туристического сезона, наверное, замирает. Посмотрим. Березонька. Они здесь, кстати, совсем не редкость. Че, может, по пивку? Да, по пивку здесь точно нужно и можно, потому что когда-то в свое время, когда испанская армия организовала здесь поселение, и с ними были некоторое количество немецких солдат, которые постфактум это поселение снабжали продуктами, снабжали какими-то необходимыми ресурсами. И поэтому здесь очень сильно влияние немецкой культуры. Много зданий в этом стиле, много кухни, много ресторанчиков. Автомобильчик карабинеров, местных полицейских. Оцените эти сеточки на окнах. Местный супермаркет El Petit. Слово сказать, супермаркет очень большой и приятный. Я даже не ожидала от такого маленького городочка такого большого супермаркета. Такая вся деревянная. Стильная, я бы сказала. Как интересно, корпус пожарных в тесной связке с муниципалитетом. То есть это буквально одно здание, плавно переходящие друг в друга. Вот там башня, вот здесь муниципалитет. Удобно, все рядом. Так, ну как и везде, есть ярмарки. No, gracias. Да, вот такие вот баночки, засолочки. Что дают? Вареньки, коровки деревянные, специи. Ну, прекрасно, на самом деле. Даже медочки продают разные. Блин, так меня радует продажа купальников одновременно с перчатками и дождевиками. Не мелочись, покупай все в одном месте. Эй! Hola. ¿Estas hierbas que tienen Pucón todos? ¿O es exportado? En general de Chile, digo, porque Oh. hay unas que vienen de la zona central, otras de acá del sur. Ну вот, как я и говорила, что сейчас совсем не туристический сезон, поэтому даже ярмарка, которая, по идее, предназначается туристам, она практически закрыта. Тут есть буквально пара открытых павильонов, в которых продают вареньки, травушки и вот всякие мыльные штуки, прикольные для ванн. Наши знакомые по Барелочи, помоечные соколы. И, конечно, в сопровождении охраны голубиной. Дождь все-таки начался, но, предположим, гуляете вы по Пукону, вот уже покушали, пообедали. Потом скатались на лодочке по озеру, вас все-таки уговорил тот дяденька. Потом купили себе дождевик, который сейчас бы мне не помешал. И купальник, видимо, за компанию. Чем развлечься? У Пукона есть на это ответ. Казино. Да, здесь огромное казино неподалеку от самого старого отеля в городке. Ну, такой вот способ развлекаться, почему бы и нет. Вот такие вот интересные таблички висят по городу. Это как бы намекает о том, что вулканчик-то у нас действующий.
Ну и, конечно же, мы доедем до него, чтобы посмотреть своими глазами. Никак иначе. Дорога к вулкану просто вся классная, асфальтированная, с разметкой, с указателями. По пути есть куча всяких кафешек, аренды оборудования для катания на лыжах, какой-то тематический парк, сад бонсай, все что угодно для туриста в сезон. Сейчас не сезон, сейчас июнь, и половина этих заведений просто закрыта. А еще погода облачная, и я не уверена, что мы увидим верхушку вулкана, однако попробовать точно стоит. Забудьте, что я говорила про дорогу. Дорога выглядит вот так. Вот так выглядит дорога дальше. Вот. И кажется, там даже какие-то кусочки горы становятся видно, но, блин, да, асфальтовая дорога закончилась. Ехали и, наконец, приехали. Блин, черная земля. Вот, если видно у меня за спиной. Иду к Мирадору посмотреть на вулкан, которого, скорее всего, не показывают сегодня, потому что все еще очень облачно, дожди и всякое такое. Но пейзажи все равно очень красивые, лес, сосны. Явно в хорошую погоду здесь полно туристов. Ну, да, как и следовало ожидать. Ну, как бы да, там вулкан, его не видно, но что ж. Стоп. Амигос. Ну, конечно же, Пукон не Пукон без вулкана. Поэтому в нашем обратном пути из Чилоэ в Сантьяго мы сделали дополнительную остановку в Пуконе в супер ясный день, чтобы снять его. Барабанная дробь. Вулкан Вильярика. Вот он, наш сладенький красавчик, стоит, дымит, ясно, солнечно. Вот это вот, кстати, облако, мне кажется, это он сделал, потому что в округе больше нет ни одного облака. Как я и говорила, вулкан действующий, рабочий. Вот все доказательства налицо на вулкан. Вулкан Вильярика высотой 2847 метров над уровнем моря. Один из самых высоких в Чили и активных к тому же. На минуточку, с регулярными извержениями, последнее из которых было в 2015 году, не так давно. Но малыш еще и популярен среди туристов, потому что к кратеру можно подняться и увидеть лавовое озеро. Правда, только в сопровождении гида. Но пора возвращаться в город. Пахнет, кстати, баней перманентно. Вокруг топятся, видимо, печки или ресторанчики разжигают свои мангалы. И запах дров – это просто нечто, повсюду пронизывает. А я тем временем добралась до площади Армас, той самой старой, с которой все начиналось когда-то. Посмотрим, что на этой площади. Пока вижу ухоженные дорожки, небольшое количество людей, детская площадка и, пожалуй, пока все. Чисто, спокойно, тихо, дети играют. Я точно в Латинской Америке? Ну, а примехонько у Оружейной площади находится самая старая гостиница Пукона. Это аж 1930-е какие-то года. Построена была немцами, называется Гутен Шварген. И если я правильно понимаю, это добрый зять. Гостиница одна из старейших, положила начало всему туризму Пукона. Когда она появилась, по сути, сюда потянулись люди на хорошую рыбалку, на прогулки по лесам и на экскурсии к вулкану, до того, как это стало мейнстримом. Вот. Поэтому это историческая ценность. Да, такой классический немецкий стиль со всеми этими крестиками, жердочками. Нравится, очень красиво. А я иду по крайней, мне кажется, части уже парка. В общем-то, вот я его весь и прошла. Небольшой совсем. Какой парк? Площадь. Да, чтобы исследовать городок, потребуется, мне кажется, часа 2. Больше здесь особо смотреть нечего. Пара улиц, какие-то магазинчики, набережная. Ну и вот центральная площадь. Интересное место, приятное. Можно сюда ехать, туристический маршрут, понятное дело. Но если приехать в несезон, то вам либо повезет и будет прекрасная погода на весь этот один день, пока мы здесь находимся, а потом дождь стеной,
Ну, либо все-таки выбирать какое-то более популярное время. Мне кажется, в июле, в августе здесь прям самый сезон, чтобы кататься на лыжах, чтобы ездить куда-то в горы, ясно, хорошо, комфортно. Ну и, безусловно, весна, лето тоже. В общем, не выбирайте конец осени и начало зимы. А в остальном Пукон, you're welcome. Отличное место для путешествия. Точно стоит того, чтобы сюда заехать хотя бы на пару дней. Ну а мы поехали дальше, в Вальдивию. Угадайте, кто ее основал?